Зеленский присвоил 400 миллионов долларов американской помощи. Украинское правительство – это террористы, убивающие мирных людей. Откуда эти заголовки? Быть может, это Russia Today или информационное агентство «Спутник»? Нет. Такие заголовки нынче в твиттере Либертарианской партии США и ее младшего брата, Либертарианской партии Нью-Гэмпшира, которого периодически ретвитит основной аккаунт. В Нью-Гэмпшире вообще своя атмосфера. Там Зеленского сравнивают с Гитлером, а Украину с Третьим Рейхом, где вместо евреев преследуют русских. Можно было бы понять, если бы американские либертарианцы сегодня выступали с позиции изоляционизма. Дескать, в гробу мы видали эти разборки на другом конце света. Наша хата с краю в Алабаме. Однако эти ребята буквально слово в слово пересказывают нынешнюю кремлевскую пропаганду. При этом они также призывают американское правительство прекратить поддержку Тайваня и пишут о том, что с уйгурами в Китае все совсем не так однозначно. Такая поддержка двух крупнейших автократий на планете – это не совсем то, чего ждешь от представителей идеологии, которая ставит свободу во главе угла. И многих это удивляет. Многих, но не меня. В прошлом году в руководство ЛП США избрались люди из кокуса Мизоса или фракции Мизоса. Это консервативные либертарианцы или, как их еще называют, палеолибертарианцы. Для тех, кто следил за ними раньше, эти заявления не стали сюрпризом. Возьмем сайт Лью Роквелла, одно из старейших изданий палеолибертарианцев. В марте прошлого года там появилась статья о том, как Запад спровоцировал Путина. Тогда же текст под названием «Почему Запад ненавидит Путина?». Потому что Путин – это настоящий народный политик, который за традиционные ценности против миграции и глобализма. Но особенно хороша статья, разоблачая некоторые мифы о войне в Украине, где Роквелл транслирует буквально все мифы, созданные кремлевской пропагандой. Началось это вылизывание кремлевских стен не вчера. Еще в 2016 году там можно было почитать, как Путин поднял Россию с колен. А главное, надо всем этим девиз «Против государства, против войны, за рынок». Как же так вышло, что под такими лозунгами занимаются прославлением тирании? Чтобы разобраться в этом, придется углубиться примерно лет так на 50 назад. Поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Вас ждет длинный рассказ о том, как либертарианцы полюбили Путина. В 1992 году экономист и либертарианец Мюррей Ротбард написал памфлет под названием «Правый популизм». Начал он его со слов поддержки в адрес Дэвида Дюка, представителя республиканской партии в парламенте Луизианы, на которого тогда ополчились самые разные люди. За что ополчились? До того, как пойти в большую политику, Дэвид Дюк почти 10 лет был великим магистром ордена рыцарей Ку-Клукс-Клана. Затем попытал силы в демократической партии, но там дело не пошло, и Дюк перешел в республиканскую. Даже после ухода из клана Дюк любил поговорить о пользе расовой сегрегации, а также отпустить пару шпилек в адрес сионистского лобби. Ротбард же происходил из семьи еврейских иммигрантов, приехавших в США из Польши в начале 20 века. Его учитель, экономист Людвиг фон Мизес, тоже был евреем, который бежал в США от нацистов. На этом фоне союз с Дэвидом Дюком мог показаться немного неожиданным. Однако Ротбард писал, что в программе Дюка нет ничего такого, чего не могли бы поддержать либертарианцы. Снижение налогов, упразднение бюрократии и социального государства, отмена позитивной дискриминации ради обеспечения равных прав для всех, включая белых. Что же тут дурного? Может показаться, что этот союз носил сугубо технический характер. Дескать, если расисты и антисемиты сегодня выступают против большого государства, то почему бы не пройти часть пути вместе с ними? Однако, если внимательно вчитаться в манифест, оказывается, что Ротбард предлагал там нечто куда более глубокое, нежели технический союз. Но чтобы разобраться в этом, надо сначала понять, как он пришел к такому союзу. А для этого погрузиться в историю либертарианского движения в США, которую я буду воспроизводить в основном по 3 книгам. Ссылки на них, как обычно, в описании. Если бы вы вдруг оказались в Европе 19 века и принялись называть себя либертарианцем, те немногие, кому было знакомо это слово, отнесли бы вас к анархо-коммунистам.
таким как, например, француз Жозеф де Жак, который первым начал использовать слово «либертарианство». К концу 19 столетия слово добралось до США. Там его подняли на знамя анархисты-индивидуалисты вроде Бенджамина Такера. К началу 20 века понятие «либертарное» уже использовалось более широко, как антитеза всему авторитарному. Однако само слово не было особенно распространенным. Апологетов свободного рынка и частной собственности тогда чаще называли либералами. Набирать популярность слово «либертарианство» начало после Второй мировой войны, благодаря Леонарду Риду, создателю организации под названием Foundation for Economic Education, сокращенно FEE. В 1955 году в журнале The Freeman, издаваемом этой организацией, появилась статья под названием «Кто такие либертарианцы?». Автор, Дин Рассел, сетовал на то, что слово «либерал» присвоили себе левые и всякие любители нового курса. Поэтому всем сторонникам настоящей свободы теперь следует называться другим словом – словом «либертарианцы». ФИ пытались создать единую платформу для разных известных людей – Айн Рэнд, Фридрих Хайек, Людвиг фон Мизес и другие. Все они продвигали идеи свободного рынка, хотя и с весьма разными обоснованиями. Впрочем, отнюдь не все из них стремились называться либертарианцами. Так Айн Рэнд продвигала собственную философию под названием объективизм и жаловалась, что либертарианцы воруют ее идеи. Хайек признавал, что либертарианство стало новым названием для классического либерализма, но сам все-таки предпочитал дистанцироваться и называть себя старым вигом. Именно ФИ ответственна за популяризацию слова «либертарианство» в современном смысле, обозначающим сторонников свободного рынка, частной собственности и минимального вмешательства государства. Либертарианство исторически не было связано с консерватизмом. Оно было связано с анархизмом, а затем с классическим либерализмом. Но у либертарианцев и консерваторов в США времен Холодной войны были общие враги. Это СССР с идеологией коммунизма, а также сторонники госрегулирования внутри самих штатов. Однако ситуативный союз либертарианцев с консерваторами оказался хрупким. В 1960 году была создана организация Young Americans for Freedom, а в 1969 один либертарианец сжег повестку во время ралли. Консервативная публика не потерпела такого святотатства. Дело закончилось изгнанием либертарианцев и анархистов из Союза. Затем, в 1971-м, те создали уже свою собственную либертарианскую партию. Мюррей Ротбард начал свою карьеру либертарианца в 50-е годы, придя все в тот же ФИ. Затем он работал в фонде Уильяма Фолкера, где его задачей было переводить на понятный человеческий язык идеи своего учителя Людвига фон Мизеса. Тогда же, в 50-е, Ротбард состоял в кружке Айн Рэнд, но не сошелся с ней во взглядах. В 60-е Ротбард выступает уже как самостоятельная фигура. Не только как экономист австрийской школы, но также как философ, взявшийся возрождать забытую было естественно-правовую традицию, вместо наиболее популярной тогда утилитаристской риторики. Интересно, что именно Ротбард откопал анархические корни американского либертарианства, стряхнув пыль с таких авторов, как Лиссандер Спунер и Бенджамин Такер. Идеалом Ротбарда был анархокапитализм, то есть полное упразднение государства и передача всех его функций частным лицам. В своих работах он подробно описывал, как бы мог выглядеть социальный порядок без государства. Пресловутые суды при Анкапе – это оттуда. Ротбард писал очень много и за активность получил прозвище «Мистер Либертариан». Но сейчас нам важнее взгляды Ротбарда не на теорию, а на политическую практику. И здесь у Ротбарда был один неожиданный кумир. Это Владимир Ильич Ленин. Еще в 1961-м Ротбард написал конфиденциальную бумагу для фонда Фолкера, посвященную либертарианской политической стратегии. Называлась она «Что делать?». Отсылка к соответствующей брошюре Ленина, у которого Ротбард и предлагал учиться, как делать революцию. Только под революцией Ротбард подразумевал не вооруженный захват власти, а распространение либертарианской идеологии. Напомню, что в отличие от других марксистов, Ленин делал ставку не на рабочий класс, а на узкую группу профессиональных революционеров. Ротбард рассматривал либертарианских интеллектуалов как нечто подобное – группу хардкорных революционеров. Учиться у Ленина он предлагал главному – как выдерживать правильную идеологическую линию в своих рядах.
Для этого необходимо взять на вооружение ленинскую практику борьбы с левыми уклонистами и правыми оппортунистами. Уклонисты – это те, кто чрезмерно увлекается идеологической чистотой в ущерб политическому прагматизму. Оппортунисты – те, кто, наоборот, слишком уж готов идти на компромиссы, забывая о фундаментальных принципах. В книге «К новой свободе», впервые изданной в 1973-м, Ротбард повторял все те же тезисы о необходимости борьбы с уклонизмом и оппортунизмом. Правда, уже без ссылок на Ленина, а со ссылками на неопределенных марксистов. В той же книге Ротбард рассуждал о том, какие социальные группы являются союзниками либертарианства, и писал, что крупный бизнес к ним не относится. Он, наоборот, тяготеет к союзу с государством. Но это не помешало Ротбарду кооперироваться с Чарльзом Кохом, наследником корпорации Koch Industries. Отец Чарльза, американский инженер Фред Кох, когда-то с нуля создал крупнейшую компанию по переработке нефти. Успел он побывать и в сталинском СССР, где строил нефтеперерабатывающие заводы. Вернулся он оттуда убежденным антикоммунистом. С тех пор семейство Кохов поддерживает любые прорыночные движения в США в диапазоне от консерваторов до либертарианцев. К середине 70-х Кох уже спонсировал ряд либертарианских организаций, в результате чего одни либертарианцы относились к нему как к ходячему кошельку, а другие считали этаким спрутом, который запустил свои щупальца в либертарианское движение. И даже слово специальное для этого придумали – «Кохтопус». Авторство принадлежит анархисту Сэмюэлю Конкину. В 1977 году Ротбард, Кох и известный тогда либертарианский политик Эд Крейн создали Институт Каттона, первый либертарианский think tank. Кох по обыкновению стал кошельком, а Ротбард – идейным отцом. Он же предложил и само название, отсылка к известным письмам Каттона. В том же году Ротбард пишет еще одну секретную либертарианскую стратегию, на этот раз для Института Каттона и уже на целых 178 страниц. Там он снова завел свою любимую шарманку про необходимость учиться у Ленина. Но тут прибавился еще один пример для подражания. И это, простите, Гитлер, который восхищал Ротбарда тем, что пронес одну главную идею через всю свою политическую жизнь. Тут, конечно, главное не уточнять, какую именно. Помимо принципа «моя честь зовется верность», Ротбард предлагал учиться у нацистов с коммунистами популистской риторике. Дескать, нужно транслировать публике простую и понятную картину мира, поделенного на хороших и плохих парней. В общем, это, как говорится, база. Также много внимания Ротбард уделил важности политической иерархии. Писал, что революционная структура должна напоминать пирамиду, опять же, как было у Гитлера, Ленина и прочих успешных личностей. Таким образом, Ротбард видел Институт Каттона как этакий закрытый орден, который следит за идеологической чистотой либертарианцев и отписывает от движа оппортунистов с уклонистами. Однако через 4 года, в 1981-м, происходит неожиданное. От движа отписывают самого Ротбарда. Справедливости ради, исключение Ротбарда из правления Института Каттона, похоже, действительно было исполнено некрасиво. В правлении института тогда было 4, включая Ротбарда, Коха и Крейна. У каждого из 4 было по 12 символических $1 акций. Исключить одного можно было только решением 3 других. А Ротбард утверждал, что его даже не уведомили о собрании акционеров, как это было положено, а лишь сообщили постфактум о принятом решении. А его акции, которые лежали на хранении, просто отжали. Интересно, шутил ли кто-либо тогда, что Ротбарду стоило обратиться в суд при Анкапе? Если нет, то я буду первым. Также справедливости ради, возражения Ротбарда тогда опубликовали в либертарианской газете, бывшей частью Кохтопуса. За что же отписали Ротбарда? Похоже, он просто достал всех своей борьбой за ленинскую чистоту. Так, Ротбард разглядел оппортунизм в том, что в институт наняли одного экономиста, который был представителем не австрийской, а чикагской школы. Но основной конфликт развернулся во время президентской кампании 80-го года. Либертарианским кандидатом тогда был Эд Кларк, а Эд Крейн, коллега Ротбарда по институту Каттона, порекомендовал тому сделать программу более умеренной, дабы привлечь больше голосов. Ротбард обрушился с критикой на оппортунистов Кларка и Крейна.
Отдельной частью обвинения было то, что они, вопреки его методичке, не нарисовали понятного образа плохих парней и не пообещали избирателям, что в случае победы либертарианцев порочные американские элиты лишатся своих преступных прибылей. Важно пояснить, что речь шла не о каких-то кулуарных разборках. Ротбард обрушился на коллег публично со страниц своей газеты Libertarian Forum. В выражениях тоже не стеснялся. Например, сказал, что коллеги продали душу за овощную похлебку, но не получили даже похлебки. Сказано и впрямь неплохо. После исключения Ротбард обвинил Коха в авторитаризме и предал анафеме всех либертарианцев коховского обряда. По разным свидетельствам, Чарльз Кох и впрямь стремился управлять институтом жестко, как собственной корпорацией, чего, впрочем, можно было ожидать от человека, который превратил отцовские миллионы в миллиарды, сделал свою компанию второй в США, а затем еще и победил собственных братьев в борьбе за наследство. Фред Кох вообще воспитывал своих 4 сыновей в духе жесткой конкуренции. В детстве они выясняли отношения при помощи пары боксерских перчаток, которые им выдавал отец, сам бывший боксер. Сохранилось даже очень милое видео из семейного архива. Вот кого Ротбард целых 4 года доставал своими капризами, да еще за его же собственные деньги. Но в остальном произошедшее с Ротбардом описывается словами «за что боролся, на то и напоролся». У американцев тоже есть на этот счет хорошая поговорка про человека, голосовавшего за партию леопардов-лицеедов. А я и не думал, что они будут есть мое лицо. Так и Ротбард. Хотел идеологических чисток, думал, видимо, что он сам будет решать, кто тут уклонист, а кто оппортунист. Но сам в итоге угодил под чистки. Нахваливал иерархическую лестницу, и его самого по ней спустили. Забавно, что хотя Ротбард приводил в пример большевиков и нацистов, судьбы старой большевистской гвардии и штурмовых отрядов СА ему ничему не научили. Что было дальше? Дальше Ротбард нашел новых соратников в лице Лью Роквелла, помощника конгрессмена Рона Пола. Вместе они основали институт Мизеса, новый think tank для продвижения правильного либертарианства и разоблачения Кохтопуса, этих псевдолибертарианцев, подстилок истеблишмента, продажных прислужников коррумпированных элит. Мне, кстати, никакой Кохтопус не платит за эти истории, поэтому не забывайте подписываться на Boosty и Patreon. Вместе с Роквеллом Ротбард открыл новый журнал, который ныне и стал тем самым сайтом Лью Роквелл, где вылизывают Путина. После великого либертарианского развода по одну сторону оказались Институт Каттона, ФИ и прочий либертарианский мейнстрим, по другую их критики из Института Мизеса. А либертарианская партия США – это нечто вроде ребенка разведенных родителей. Чаще он живет с богатым папой, но порою его тянет к ментально нестабильной матери, ведь с нею связаны теплые детские воспоминания. Если еще в 60-е Ротбард отобрал тактический союз с новыми левыми и феминистками, то, вступив в союз с консервативным католиком Роквеллом, принялся продвигать так называемое палеолибертарианство, восстанавливать союз либертарианцев и консерваторов. В чем суть этого палеоподхода? Суть можно найти в статье «В защиту палеолибертарианства» 90-го года, в которой Роквелл ругался на эгалитарных хипарей из либертарианской партии и утверждал, что необходимо отстаивать объективные моральные ценности, особенно иудео-христианские, а в противостоянии с государством опираться на семью, церковь и общину. То есть, с точки зрения палеолибертарианства, либертарианец уже не просто может быть консерватором по собственному выбору, он теперь обязан им быть. Почему Ротбард принял этот палеолибертарианский символ веры? Здесь можно вспомнить, что Ротбард восхищался популизмом Ленина и Гитлера. Был у него еще один герой – сенатор Джо Маккарти. В книге «Предательство американских правых» Ротбард восхищался его умением обращаться непосредственно к народу через головы партийного истеблишмента, масс-медиа и либеральных интеллектуалов. По всей видимости, после разрыва с Кохом Ротбард окончательно разочаровался в подходе, предполагающем апелляцию к элитам, и окончательно утвердился в том, что либертарианство должно быть орденом хранителей идеи, но при этом опираться на популистскую риторику. Ротбард пытался, как он сам говорил, достучаться до реднеков. Но нет ли тут противоречия?
Нет ли здесь риска скатиться в тот самый оппортунизм и растерять свои идеи просто в погоне за популярной риторикой? Теперь мы наконец можем вернуться к тому самому манифесту правого популизма от 1992 года, где Ротбард защищал великого магистра Ордена Белых Колпаков. Там же он изложил программу правого популизма из 8 пунктов. Первые 3 – сокращение налогов, упразднение социального государства и программ позитивной дискриминации – обычная либертарианская повестка. Но дальше начинается занятное. В 4-м пункте Ротбард требует сокрушить уличную преступность. Идея тоже хорошая, но вот метод, который предлагал Ротбард, это дать полицейским полномочия осуществлять наказания на месте. И речь шла не о частной маг-полиции в идеальном анархокапиталистическом мире. Ротбард предлагал выдать чрезвычайные полномочия государственному полицейскому, сделать из него этакого судью Дредда. Нынешняя американская милитаризованная полиция, которая сначала стреляет, а потом задает вопросы, пожалуй, близка к ротбардовским чаяниям. Следующий пункт еще веселее. Ротбард предлагал спустить этого судью Дредда не только на грабителей и бандитов, но также на бродяг и бездомных. Дескать, они должны исчезнуть с наших улиц, а куда — это уже их проблемы. И снова, речь не о каких-то частных улицах при Анкапе, а просто об обычных улицах того времени. Читая этот людоедский манифест, сложно не удивляться тому, как в погоне за популизмом Ротбард потерял себя. Под лозунгами борьбы за свободу он начал требовать буквально усиления государственного произвола. В конце Ротбард добавляет, что все эти пункты полностью совместимы с хардкорной либертарианской позицией, а также то, что необходимо идти на компромиссы с консерваторами по вопросам порнографии, проституции и абортов. Интересно, что за 10 лет до этого Ротбард сам отстаивал право на аборт в книге «Этика свободы», пускай и с очень своеобразной аргументацией. Дескать, эмбрион можно считать агрессором, а сам аборт — такой формой самообороны. Но теперь, ради того, чтобы угодить драгоценным реднекам, Ротбард уже готов был пойти на децентрализацию вопроса. То есть на то, чтобы дать местным государственным властям возможность запрещать женщинам обороняться в его же собственном понимании. И разумеется, весь этот манифест переполнен проклятиями в адрес коррумпированных элит, Ротшильдов и Рокфеллеров, которые коварно обманывают простой американский народ. Еще в ранней политической стратегии Ротбарда меня поразило то, что он рассматривал методы партстроительства коммунистов и нацистов как некие этически нейтральные инструменты, как пистолет, который в плохих руках творит зло, а в хороших — добро. Но на самом деле методы политической борьбы являются производным от мировоззрения своих носителей. Идеологические чистки, жесткая партийная иерархия. Коммунисты с нацистами весь мир хотели видеть таким же. Мир идейной гегемонии и централизованного распределения ресурсов. Либертарианский идеал выглядит иначе. Это мир, где каждый может быть свободным. Следовательно, либертарианские политические методы должны быть иными. Либертарианская политическая повестка должна формироваться в ходе свободной дискуссии, а не путем истеричных обвинений в оппортунизме и уклонизме. Парадоксально, но погнавшись за идеологической чистотой, Ротбард принес в жертву именно ее. Взяв на вооружение политические методы идейных врагов, он позволил им пустить глубокие корни у себя в душе. Начав с одобрения партстроительства НСДАП, пришел к одобрению штурмовых отрядов. Штурмовых отрядов по борьбе с бомжами. Этот финал идейного пути Ротбарда можно подытожить шекспировской фразой «У бурных чувств неистовый конец». Однако я не хочу слишком уж демонизировать Ротбарда. Нынче некоторые пытаются выставить Ротбарда отцом правого популизма, пишут, что тот чуть ли не породил Трампа, как Исаак породил Иакова. Но стоит помнить его полезный вклад. Ротбард возродил естественно-правовую доктрину и реанимировал старый американский анархизм. И только потом споткнулся о политическую практику, погрузился в оппортунизм ради того, чтобы угодить реднекам. Поэтому нам, либертарианцам, стоит воспринимать Ротбарда как этакого дедушку, который в молодости был ого-го, а затем связался с дурной компанией, начал бухать, а в старости впал в маразм, стал ходить под себя и жаловаться на заговор рептилоидов. А вот один известный ученик Ротбарда,
это уже совсем другое дело. Не может быть никакой терпимости по отношению к демократам и коммунистам в либертарианском общественном устройстве. Они должны быть физически отделены и исключены из общества. Аналогичным образом, в договоре, созданном с целью защиты семьи и родственников, не может быть никакой терпимости по отношению к тем, кто обычно пропагандирует образ жизни, несовместимый с этой целью. Они, как сторонники альтернативного, несемейного и не ориентированного на родство образов жизни, таких как, например, индивидуальный гедонизм, паразитизм, поклонение природной среде, гомосексуализм и коммунизм, также должны быть физически удалены из общества ради поддержки либертарианского порядка. Это самая известная цитата Ханса Германа Хоппе, представителя австрийской экономической школы, который переехал в США из Германии и стал учеником Мюррея Ротбарда. Хоппе занял место главного идеолога палеолибертарианства после смерти Ротбарда в 1995 году. Именно слова про physical removal, как это звучит в оригинале, сделали Хоппе героем мемов и принесли ему неувядающую славу в широких слоях нижнего интернета. Фрагмент этот взят из его самой известной работы «Демократия. Низвергнутый бог». Как это часто бывает, гораздо больше людей видели мемы про physical removal, нежели читали первоисточник. И это очень обидно. Я считаю, что «Демократия. Низвергнутый бог» — это книга, которую нужно прочитать всем, кто интересуется палеолибертарианством. Там есть моменты гораздо круче. Как несложно догадаться, работа эта посвящена критике демократии. Начинает автор с рассуждений о важности временных предпочтений. Чем дальше простирается человеческий горизонт планирования, тем лучше. Это заставляет людей откладывать капитал и делать инвестиции. Однако то же самое может рассказать любой экономист. Самое интересное начинается дальше. Хоппе считает, что временные предпочтения зависят от возраста. Мол, дети предпочитают сиюминутные удовольствия, взрослые планируют наперед, а старики снова сокращают горизонт. Можно жить одним днем, когда смерть на пороге. Дедушка старый, ему все равно. Но есть нечто, что спасает наш горизонт от возрастного краха. Способность к продолжению рода. Дескать, люди видят продолжение жизни в потомках, и это расширяет наш горизонт планирования. И здесь, думаю, возражения возникают не только у меня. Можно ведь просто посмотреть вокруг. Многие люди размножаются именно что от безответственности и безо всяких долгоиграющих планов. И напротив, те, кто занимается планированием семьи, поступают так потому, что расписали свою жизнь на годы вперед. Здесь Хоппе мог бы парировать разговорами о социальном государстве, которое поддерживает безответственность своими пособиями. Однако все это можно наблюдать даже там, где никакого социального государства нет и в помине. Как раз именно в таких странах чаще и размножаются, словно кролики. В реальности горизонт планирования людей складывается из сотен разных факторов, и его нельзя сводить к одному лишь наличию потомства. Тем не менее, на базе этой сомнительной гипотезы Хоппе строит всю свою книгу. И сразу атакует главных своих врагов – гомосексуалов, child-free и прочих бездуховных граждан. Мол, если у людей нет потомства, они не планируют надолго, следовательно, они являются врагами процветающего общества, и поэтому их необходимо физически ремувить. Далее он развивает эту схему и заявляет, что демократия – самая дурная форма правления. Ведь демократических политиков избирают всего на несколько лет. Они живут от выборов до выборов и не планируют надолго. Совсем другое дело монархи. Они правят всю жизнь и расценивают страну как свою частную собственность, которую нужно сохранить и приумножить. А главное, у монархов есть наследники, которым они хотят все это передать. Да, Ханс Герман Хоппе низвергл демократию лишь для того, чтобы превозносить монархию. При царе-батюшке все было лучше, французская булка хрустела, деревья зеленели, а девушки любили представителей австрийской школы. Но здесь опять, эта гипотеза не то что радикальная, она просто не клеится с реальностью. Возьмите любой учебник истории, и вы найдете там огромное количество монархов, которые начинали самоубийственные войны, спускали всю казну на дворцы и демонстрировали прочее крайне ответственное поведение.
А что касается демократии, то по статистике именно они как раз и оказываются наиболее стабильными. Впрочем, хотя Хоппе и убежден, что монархия гораздо лучше демократии, она тоже не идеал. Идеал — это анархия, в которой формируется естественная власть. А что такое естественная власть? Никакой мистики, всего лишь генетическое превосходство. Благодаря превосходным достижениям богатства, мудрости, храбрости или их сочетания, некоторые люди приобретают естественную власть. Их мнения и суждения пользуются широким почтением. Более того, из-за избирательного брака и законов гражданского и генетического наследования позиции естественной власти чаще всего передаются в нескольких благородных семьях. Далее Хоппе пишет, что идеальный либертарианский порядок должен состоять из отдельных сообществ. И по какому же принципу они должны быть разделены? Сотрудничество между людьми, разделение труда, основанное с одной стороны на интегрированных семьях-домохозяйствах, а с другой на отдельных домохозяйствах, деревнях, племенах, нациях, расах и т.д., в которых естественные биологические влечения и отталкивание человека друг против друга превращаются во взаимно признанную систему пространственного географического распределения. Проще говоря, либертарианский порядок по Хоппе непременно предполагает расовую сегрегацию. А чтобы было понятнее, Хоппе уточняет, что межрасовые браки в его идеальном мире сможет заключать лишь сословие торговцев, курсирующее между общинами, да и то лишь хорошенько подумав, чтобы не испортить породу. Однако даже члены самых богатых торговых семей будут очень осторожны в таких начинаниях, чтобы не подвергать опасности свое собственное положение в качестве торговца. Необходимо позаботиться о том, чтобы каждый смешанный брак был браком между равными. Следовательно, расовая смесь, созданная торговым классом, скорее всего будет способствовать генетическому улучшению, а не генетическому обнищанию. Браки между равными, генетическое улучшение вместо генетического обнищания. Мы должны обеспечить выживание белой расы и будущее белых детей. Впрочем, нет, это уже немного другой автор. А Хоппе заканчивает описанием того, что такие изолированные сообщества, занимающие целые районы, должны управляться одним единственным собственником, который является главой семьи или клана. И при этом чрезвычайно важно, чтобы главы семей и домохозяйств подтвердили свою окончательную власть в качестве судьи во всех внутренних семейных делах. Домохозяйства должны быть объявлены экстерриториальными, как и посольства иностранных государств. Что такое окончательная власть судьи, Хоппе не уточняет, но будем к нему благосклонны и предположим, что он подразумевает не право казнить и миловать, а возможность изгонять. Как, собственно, и в случае с пресловутым physical removal, оно означает остракизм. Впрочем, даже тут есть о чем задуматься. Мир, который рисует Хоппе, это такая пародия на античность и средние века, где изгнание считалось страшным наказанием и во многих случаях означало голодную смерть. В общем, между Ротбардом и его учеником большая разница. Ротбард описывал свою утопию анархокапитализма как нечто напоминающее современное положение дел, только лучше в силу отсутствия государственных паразитов. А вот Хоппе рисует нам мир, состоящий из каких-то архаичных общин с патриархами, имеющими полную власть над домочадцами, откуда при этом изгнаны все, кто не разделяет первобытно-общинные ценности. Какая-то смесь Центароя и Wasteland 3. Это уже даже консерватизмом назвать язык не поворачивается. При этом важно, что Хоппе описывает такую жизнь не как одну из возможных опций. Весь правильный либертарианский мир должен быть так устроен. Иначе чертовые геи, феминистки и леваки опять придут и все испортят. Но можете ознакомиться сами, например, заказав книгу в нашей либертарианской партии. Если что, ребята там не верят в копирайт, поэтому старику Хансу не достанется ни копейки. А мне, наоборот, можете задонатить по ссылкам. Хоть какая-то компенсация за то, что пришлось все это читать. К чему я вообще цитировал всю эту дичь? Ну, кроме как для смеха. Для иллюстрации, куда может завести эта палеодорожка. А помните, как все начиналось у Ротбарда с компромиссов по децентрализованному запрету абортов и созданию штурмовых отрядов по борьбе с бомжами?
Ротбард начал использовать этакую извращенную логику. Давайте во имя идеалов свободы ограничим свободу. Хоппе следует тому же подходу, только на стероидах. Самая свобода, она под властью клановых патриархов. Но раз общин при анархопатриархате нам пока не видать, давайте стремиться хотя бы к монархии. Ведь хуже демократии нет ничего. Там чертовы леваки, геи и феминистки. Эту логику можно проиллюстрировать еще одной позицией Хоппе, его взглядами на миграцию. С позиции либертарианства очень трудно оправдать легитимность государственных границ, еще труднее с позиции анархокапитализма. Однако Хоппе пытается сделать именно это. В своей статье он выдвинул такой аргумент. Свобода – это в том числе право не пускать на свою собственность тех, кого вы пускать не хотите. Но сегодня мы не можем огораживаться, государство запрещает. В сочетании с открытыми границами это становится принудительной интеграцией. Что же делать? Может бороться за возвращение своих прав? Нет. Хоппе говорит, мол, раз такое дело, мы должны выступать за строгие государственные миграционные ограничения. Эта позиция настолько странная, что ее критикуют даже ближайшие соратники Хоппе по институту Мизеса. Например, Уолтер Блок и Энтони Грегори пишут, что так можно оправдать государственный запрет вообще чего угодно. Оружия и наркотиков, молитв и курения. Ведь где-то есть собственники, которым не нравится что-то из этого списка, а государство запрещает им отгораживаться. Разумеется, Хоппе применяет этот подход произвольно лишь к тому, что лично ему не нравится, например, к мигрантам. Но здесь снова знакомая логика. Давайте ограничивать свободу во имя свободы. Ожидаемо этот подход привел Хоппе в самую хорошую компанию. В своем выступлении 2017 года Хоппе говорит, что сегодня подлинным продолжателем палеолибертарианства, созданного Ротбардом, является альтрайт. В той же речи Хоппе есть немного критики в отношении самих альтрайтов, но гораздо больше проклятий в адрес мейнстримных псевдолибертарианцев, которые распространяют эгалитарные мифы в угоду прогнившим элитам. В общем, палеолибертарианство – это альтрайт. И это не я сказал, а сам его апостол. И такой союз ничуть не случайен, ведь Хоппе – это не про критику демократии и социального государства. Хотите либертарианской критики демократии? Пожалуйста, есть Брайан Каплан с его книгой «Миф о рациональном избирателе». Правда, там без physical removal. Хотите критики социального государства и позитивной дискриминации? Есть, к примеру, Томас Соуэлл, и он не воспевает расовую сегрегацию. Выходит, уникальное торговое предложение палеолибертарианцев – это только расизм с гомофобией. Палеолибертарианство предлагает здесь одно как бы преимущество. Оно позволяет использовать полемический прием под названием Мот и Бейли. Это такая аналогия с конструкцией средневекового замка. Снизу находится палисад, окруженный частоколом. В случае нападения защитники встречают врага там. Но если дело оборачивается плохо, отступают в более укрепленный донжон, расположенный рядом на холме. Также можно строить и аргументы. Сначала палеолибертарианец выходит и заявляет: «Я за расовые общины без чумазых, и чтобы бабы там знали свое место». Если оратора вдруг окружают возмущенные леваки с целью исполнить перформанс под названием «Панчи нации», оратор тут же отступает на укрепленные позиции. «Ребята, не бейте, я не фашист, я просто за право людей на свободные ассоциации». Особенно на белые расовые ассоциации. Правда, на практике это давно не работает. Левые лупят таких умников точно так же, как и обычных фашистов. А настоящие фашисты видят в них тех, кто оказался слишком труслив, чтобы принимать бой там, где стоит. В итоге выходит, что палеолибертарианство – это такой соевый фашизм для фембоев. Что же в остатке? Палеолибертарианцы, последователи Ротбарда и Хоппе утверждают, что монархия лучше демократии, а бороться за свободу можно и нужно при помощи государственных запретов. Так какую же актуальную политическую позицию они будут занимать? Ну, разумеется. Они будут поддерживать политиков с авторитарными замашками, особенно если те с их любимым правопопулистским душком. В США их кандидаты – это в лучшем случае Трамп, в худшем – ребята вроде Дэвида Дюка. В Европе – Ле Пен, Орбан и тому подобные. А кто же сегодня является самым известным в мире автократом, постоянно апеллирующим к защите традиционных ценностей? Ах да.
Вот мы и ответили на вопрос, как либертарианцы полюбили Путина. Точнее, конкретно их разновидность полюбила. С такой идеологией это ничуть не удивительно. Удивительно было бы, если бы не полюбили. Теперь осталось ответить на последний вопрос. А стоило ли оно того? Принесла ли палеолибертарианская стратегия желаемый успех ее создателям? Удалось ли произвести ту самую революцию в умах, о которой так мечтал Мюррей Ротбард? В 19 году Ханс Герман Хоппе приехал в Москву с лекцией. И это был успех. Зал в центре города больше 1000 слушателей. Поэтому было бы странно не вспомнить, что палеолибертарианство есть не только в США. Палеолибертарианство есть у нас дома. В лице моего коллеги по ютубу Миши Светова, который и привозил старика Хоппе в Москву. Если вы почитаете те 2 странички Ротбарда про правый популизм и замените там истеблишмент на номенклатуру, то сами сразу все увидите. История отечественного палеолибертарианства гораздо короче. Забавно, но в отличие от США, в Либертарианской партии России оно проиграло. В том же 19 году на партийном съезде. Если вдаваться в детали, Светов тогда намеревался перевести партию на новый устав своего авторства и почти полностью занять руководство со своей командой. Первое не удалось вовсе, второе лишь наполовину. После этого он отказался от своего места в руководстве и создал фракцию с собой в качестве бессменного лидера. Ничто так не способствует низвержению демократии, как проигранное голосование. Спустя чуть более полугода произошел окончательный раскол, после череды глупых и не очень скандалов, где я отвечал в основном за глупые. Кокус Светова создал свою истинно либертарианскую ЛПР, которая ныне уже не подает признаков жизни. Так, по заветам Гегеля, история российского либертарианства повторяет историю американского, только совсем уже в виде фарса. И глядя на обе этих истории, у меня возникает вопрос. А в чем вообще смысл популистской риторики? Разве не в том, что она должна делать вас популярными у широких народных масс? Популизм, популярность. Логично? Но глядя на либертарианских популистов, мы видим в основном обратное. Мюррей Ротбард начинал как философская звезда либертарианского движения, а закончил соратником Дэвида Дюка по маргинальному болоту. Хоппе однажды попросили в интервью пояснить про physical removal, и он пояснил, что всяких неприятных людей, вроде геев и социалистов, необходимо травить. Но по иронии судьбы, самым затравленным оказался сам Хоппе. Он считается нерукопожатным даже среди представителей австрийской школы, а зовут его лишь на сходке альтрайтов. Та лекция в Москве, вероятно, была для него крупнейшей за последние лет 40. Кокус Мизеса, выигравший было голосование в ЛП США, дискредитировал себя и нынче стремительно теряет поддержку. От них отваливаются региональные отделения, уходят спонсоры и даже подписчики в Твиттере. Неудачу Светова в партстроительстве еще можно списать на давление государства. Но почему на некогда популярном YouTube-канале теперь лишь какие-то жалкие стримы на 30 тысяч просмотров? Чем объяснить это? Впрочем, основной палеолибертарианский проект теперь это, видимо, сайт СВТВ News. В отличие от американских коллег, Путина там не любят, но в остальном содержание неотличимо от любого правопопулистского боевого листка. Вечная культурная война с трансгендерами и похвалы в адрес политиков вроде венгерского Орбана. Успешность сайта оценить труднее, нежели YouTube, но, например, недавно они активно продвигали одну петицию. Еле наскребли 10 тысяч подписей. В общем, популизм почему-то не приносит главного – популярности. Справедливости ради нельзя сказать, что у палеолибертарианцев вообще не бывает успехов. Кампании Рона Пола в США были очень даже успешны. Светов тоже был популярен когда-то. Победа фракции Мизеса на съезде ЛП США тоже была честной, насколько я понимаю. Разваливать либертарианские партии, в этом опять же успешны палеолибертарианцы по обе стороны Атлантики. Но в остальном раз за разом одно и то же. Даже после эпизодических успехов они умудряются загнать себя обратно в гетто. И вроде бы все делают по ротбардовской методичке, обращаются напрямую к народу через головы элит, масонов и продажных либеральных медиа. А народ почему-то не слушает.
И при этом нельзя сказать, будто правый популизм неэффективен как таковой. В конце концов, Трамп, Орбан, Ле Пен и все прочие им успешно пользуются. В России им успешно пользуются как сама власть, так и некоторые ее оппоненты из числа так называемых рассерженных патриотов. Неэффективен оказывается именно либертарианский правый популизм. У них самих, конечно, всегда есть объяснение. Редкие успехи – это заслуга единственно верной идеологии ротбардианства-ленинизма, а поражение – следствие заговора элит, либералов, номенклатуры и примкнувших к ним псевдолибертарианцев. Подход интересный, но мне кажется, дело в чем-то другом. И есть у меня одно предположение. Ротбард в своем стремлении достучаться до реднеков исходил из того, что реднекам нужен популизм. Но Ротбард так и не объяснил главного. Зачем реднекам либертарианство? Допустим, они действительно против абортов, геев и коммунистов. Но при этом непонятно, зачем им либертарианский довесок в виде самопринадлежности, принципа о недопустимости агрессии и всего прочего. Почему нужно устраивать physical removal при помощи остракизма, если есть проверенные государственные средства? Этого не понимают даже альтрайты, которых так пытался умаслить Хоппе. Тот же Кертис Ярвин, Менциус Молдбак высказывал респекты Ротбарду и Хоппе, но при этом отрицал всю их естественно-правовую либертарианскую подложку. Широкие слои альтрайтов налепили мемов с Хоппе, но добавили туда кое-что свое, а именно вертолеты. Это отсылка к политическим казням, которые практиковали правые диктатуры в Латинской Америке, сбрасывали людей с вертолетов. Хоппе пояснял, что его physical removal это не про убийство, а про остракизм. Но альтрайты взяли крылатую фразу, а дальше слушать не стали, показав, что пиночетовские методы им милее. В общем, палеолибертарианцы не могут оседлать даже маргинальную субкультуру. Либертарианский популизм, оказывается, попросту не нужен там, где есть обычный правый популизм. Популизм Трампа или хотя бы популизм альтрайтов. Аналогично и в России. Кому нужен популизм СВТВ Ньюс на фоне популизма государственного, популизма Пригожина или популизма всяких рассерженных патриотов с их сотнями тысяч подписчиков в Телеграме? В такой ситуации палеолибертарианцам остается лишь плестись в хвосте у настоящих правых популистов в надежде откусить кусочек аудитории в награду за хорошее поведение. И вместо того, чтобы продвигать свою собственную повестку, приходится подстраиваться под чужую. Так получается знакомая всем с детства пара – тигр Шерхан и шакал Табаки. И чем меньше достается шакалу с барского стола, тем активнее он пляшет на задних лапах перед хозяином. Этим и объясняется то, что палеолибертарианцы становятся все более правыми и все менее либертарианцами. Так, созданное Ротбардом хардкорное революционное либертарианство прошло через десятилетия скандалов и расколов, которые докатились даже до России. И все ради того, чтобы превратиться в жалких соевых недофашистов, которые плетутся в электоральном хвосте у фашистов настоящих и давно растворили все свои принципы в популистском компромиссе. Какие уроки из этого можно вынести? Погонишься за идеологической чистотой, ее же в итоге и потеряешь? Это так. Не следует чрезмерно увлекаться популизмом? Определенно. Но это все общие вещи. А либертарианцам российским стоит еще крепко задуматься вот о чем. Нужна ли нам вообще эта культурная война, пришедшая с другой стороны Атлантики? В конце концов, что может быть глупее, чем косплеить американскую мышиную возню 70-х, не имеющую к нам никакого отношения? Если чему-то и стоит поучиться у Ротбарда, так это тому, что он стремился реанимировать аутентичную американскую традицию свободной мысли, а не просто копировать европейскую со всеми ее внутренними конфликтами. И если у нас у самих такая, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.